Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я продолжаю серию по изготовлению и украшению огромных тортов. Такого контента не так много в интернет-пространстве, поэтому по многочисленным просьбам, которые приходят мне в Инстаграм, в личных сообщениях и также в комментариях на моем канале здесь, я продолжаю именно раскрывать эту тему. Сегодня я показываю, как сделать идеально ровный медовик, невероятно вкусный, чтобы он сразу у вас получился, чтобы очень хорошо раскатывалось это тесто, чтобы тесто не сжималось. И готовить я буду именно классический медовик с раскатыванием коржей, то есть не какой-то быстрый экспресс-вариант, а именно классический медовик. Итак, медовик я буду готовить в принципе размером с противень. Это идеально подходит для нарезных пирожных. Из этого количества на данный размер получится 25-30 порций. Итак, сначала приготовим коржи. 360 грамм меда, 3 чайные ложки без горки пищевой соды, 8 грамм соли. Мед, конечно же, берем очень ароматный, качественный. 300 грамм сахара и 180 грамм сливочного масла. Беру кастрюлю с толстым дном. И сейчас на умеренном огне буду уваривать всю эту массу до карамельного цвета. Кастрюлю здесь берем не маленькую, то есть чтобы удобно было перемешивать эту массу, чтобы она у нас не пригорала и чтобы мы имели контроль, в принципе, в промешивании этой массы, потому что уваривать нам ее придется где-то минут 10 до такого красивого карамельного цвета. Итак, когда масса закипела, мешаем ее постоянно, чтобы не пригорало ничего к дну. Вот так карамелизируется масса, и когда она достигла вот такого красивого медового цвета, я ее уже снимаю с огня. Переливаю в объемную миску, где я буду замешивать все это тесто, даю массе прям слегка остыть и добавляю туда сейчас 6 яиц среднего размера. Очень активно все это перемешиваю, чтобы яйца не заваривались. Да, они и не заварятся, в принципе, потому что температура здесь не настолько высокая. Просеиваю туда сейчас 1 килограмм 200 грамм муки. Мука у меня обычное. Количество белка здесь 11 грамм белка на 100 грамм муки. Если вы знаете, что мука у вас очень сильная, из опыта вы уже знаете, то следует тогда просеивать на 50 грамм меньше указанного в количестве. И потом уже добавляйте ее в процессе вымешивания теста. Сейчас сначала твердой силиконовой лопаткой я замешиваю это тесто, чтобы удобнее было. Оно, конечно, в этой миске не вымешается, поэтому замешиваю до конца, все это объединяю уже на столе. Тесто еще очень даже теплое. Не даю ему здесь ни лежать, ни отдыхать, сразу его беру в работу. Это очень удобное тесто, и оно идеально ровно сразу выпекается. И я еще хотела сказать про то, что муки у нас потом еще на подпыление стола в процессе работы уйдет примерно еще 100 грамм муки. То есть вмешаем еще 100 грамм муки. Но мука это очень индивидуальный здесь ингредиент. Называю вам такое базовое количество муки, а там уже смотрите сами по качеству именно вашей муки. Итак, делю его сейчас на 7 частей по 300 грамм. У меня будет 7 вот таких колобков. Убрала их сейчас сразу под пленку и начинаю раскатывать. Духовка у меня уже заранее разогрета на 200 градусов Цельсия. Припыляю это все обильно мукой и большой скалкой начинаю раскатывать. Тесто, как вы видите, вот здесь очень хорошо это видно на видео, очень пластичное, то есть оно очень хорошо поддается раскатыванию. Естественно, так как это огромный размер, вот эти бухты, которые так называемые у нас в корже, я их заполняю, обрезаю вот эти обрезочки, сразу же заполняю и подкатываю их, скажем так, скалкой. По-другому здесь не будет. То есть здесь нужно запастись терпением и очень хорошо смотреть на уголки. И если уголки очень тонкие, их нужно отставлять тестом. Обильно накалываю вилкой. Выпекать я этот корж в моей духовке буду примерно 7 минут. При температуре 200 градусов Цельсия, режим вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне. Вы же смотрите по вашей духовке, это все очень индивидуально. То есть ни в коем случае нельзя давать коржу зажариваться, чтобы он слегка подзолотился и сразу же нужно его вынимать. Корж очень хорошо пропекается за это время. И вот сейчас уже раскатываю последний корж, чтобы вы видели, как это тесто ведет себя уже, проведя уже определенное количество времени на столе. Где-то час я уже потратила на выпекание вот этих предыдущих коржей. Идеально оно также раскатывается, если вы обратили внимание. Естественно, вот эти все обрезки, которые у меня остались, и еще там остался небольшой кусочек теста, я все это объединю на последний обрезочек, его выпеку, раскатываю его также для выпекания, буду из него делать потом обсыпку для боковины торта. Все коржи я отпекла и готовлю крем. Итак, здесь у меня 700 грамм очень холодных сливок для взбивания. Жирностью не менее 30% следует брать. 200 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара
и 32 грамма, здесь у меня 4 пакетика, загустителя для сливок. Загуститель я обязательно использую здесь, чтобы крем у меня потом не разжижался и просто не вытекал. Это я показываю для тех, кому нужно действительно собрать быстро большой ровный торт. Здесь у меня 1 килограмм 600 грамм сметаны. Сметана 24% жирности. Сметану здесь брать с жирностью ниже 20% я не советую, иначе будет уже жидкий очень крем. В таком случае тогда следует ее отвешивать, эту сметану. И добавляю туда сейчас, уже когда все это перемешалось, 100 грамм меда. Мед, конечно, следует брать ароматный, хороший, качественный, натуральный мед. Не засахаренный, естественно, свежий, чтобы он был хороший мед. Все это просто перемешиваю, уже ничего долго не взбиваю. Здесь показываю в планетарном миксере, потому что очень большая масса. Если у вас нет, допустим, планетарного миксера, потому что я обычно показываю все это, как я ручным миксером делаю, вам следует тогда разделить эту массу на 2 части и взбивать все это для удобства маленькими порциями. Итак, крем готов. Он не подходит для украшения, но для начинки он прекрасно будет держать форму. Вот так выглядят мои коржи, которые я уже спекла. Обрезочек в виде рыбки такой получился. И 7 коржей. Коржи идеально ровные все получаются. Немножко они пузырьками идут, но я намеренно не кладу на них никакой груз, чтобы они у меня не сломались. И сразу же уже начинаю сборку торта. Коржи прекрасно хранятся. Их можно за несколько дней заранее испечь. Прекрасно их можно складывать друг на друга. С ними ничего не будет, они не липкие. И посмотрите, какой идеально ровный корж у нас получается. Крем я делю на весах. Я по 400 грамм крема буду на 6 коржей выкладывать. 7-м коржом я закрою все это. И остаточек там грамм 200 с небольшим останется. Я выровняю просто боковины этого торта. Потому что меньше там не уйдет. Потому что торт огромный, по сути. Размером с обычный противень. В принципе, там у меня противень, вот мой обычный, 42 на 32 сантиметра, а у меня корж получается 38 на 30 сантиметров. Но так как корж должен быть идеально ровным, там как раз по сантиметру где-то с боков останется, чтобы хотя бы можно его было располагать, чтобы он не загибался на этом противне. Вот это очень важно в медовых коржах, чтобы он у вас потом не ломался. И вот видите, если у меня уголки, вот здесь на коржах видно, где-то были очень тонкие, когда вы их катаете, нужно сразу их надставлять кусочком теста, чтобы они потом не подгорали при выпекании. Вот это очень важно. Я здесь показываю очень любимый народом именно классический вариант со сметанным кремом. Коржи еще у нас очень тоненькие при сборке, и через час я вот разрез буду показывать еще тонкие, но постоит буквально ночь в холодильнике торт, и от сметанного крема коржи разбухают и становятся более такими объемными. Вот это очень важно знать, то есть они разбухнут еще. Вы можете брать любой заварной крем. У меня в плейлисте рецепты кремов огромный выбор заварных кремов без сметаны. Просто показываю здесь любимый всем народом вариант именно со сметанным кремом. Последний корж я сейчас буду выкладывать дном вверх, так как я сейчас буду украшать его сразу масляным кремом без сметанного сверху. То есть, чтобы пропитался быстрее этот корж именно в таком виде. Надеюсь, что я здесь понятно объяснила. То есть у нас 7 коржей, но 6 прослоек крема по 400 грамм я беру. Крем впитается очень сильно в коржи, потом впоследствии, когда торт уже постоит в холодильнике, хорошо пропитается, потому что разрез я здесь показываю, в принципе, на скорую руку, когда тортик у меня всего час простоит на столе, но спустя ночь в холодильнике коржи разбухают очень хорошо. Поэтому количество крема здесь очень адекватное, и я ни в коем случае не советую это количество крема здесь уменьшать. Сейчас остаточек теста, который я испекла последним, я его измельчила в измельчителе и посыпаю сразу все боковины торта. У меня как раз уйдет вот это количество на боковины. Здесь я взбила масляный крем на вареной сгущенке, то есть 250 грамм размягченного сливочного масла. Я взбила и добавила туда 250 грамм вареной сгущенки. Получился у меня как раз вот такой крем на украшение этого торта, именно наверх этого торта. Ссылку на приготовление этого крема я вам оставлю в описании к данному видео. И также пропорции напишу: 250 грамм масла и 250 грамм вареной сгущенки. Из насадок открытая звездочка 5 мм и 8 мм я здесь украсила верх в виде такой просто вязи. И украсила цветочками из мастики. Они у меня всегда, я их заранее изготавливаю, разных цветов. Очень удобно в молдах. Эти молды, они везде продаются, во всех кондитерских магазинах, сейчас на всех маркетплейсах. И всегда их можно держать в наличии. Они сухие абсолютно, очень хорошо хранятся в герметичном контейнере и украсят при надобности любой ваш тортик или ваш десерт. И вот такой у меня огромный, идеально ровный тортик получился. Через час он уже вот так нежно нарезается. То есть торт нежнейший.
И вот коржики еще такие тоненькие у меня, да, потому что час только прошел. И если этот торт постоит в холодильнике, сметанный крем очень хорошо впитывается, коржи разбухают и становятся шире. И таким образом у вас будет идеальнейший просто медовик. Торт нежнейший, пропитанный и необыкновенно просто вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.